Здравствуйте, друзья, с вами вновь Виталий, и сегодня мы с вами вернемся к одной старой, но любимой многими рубрике «Истории мира Каирна». Сегодня мы с вами поговорим о магии и о мистиках. Я решил немного изменить формат видео, поэтому все источники будут в комментарии к видео, и приятного прослушивания. Первое, о чем следует сказать, и первое, на что следует обратить внимание, это природа магии в Каирне. Дело в том, что все люди в Каирне были созданы богами, и чтобы оживить свои творения, боги использовали мощнейший магический катализатор – кровь Хтона. Это кровь одного из изначальных богов, которую выкачали из тела и разделили между людьми. Поэтому каждый человек в Каирне в той или иной мере может ощутить потоки магических энергий, которые проходят вокруг него, и возможность их использования ограничивается только личными способностями, плюс концентрацией и развитием восприятия. И каждый человек может развить в себе эти черты. Конечно, есть люди, которым это не дано по каким-либо причинам, но каждый человек имеет определенное сродство к магии, определенные способности к ней. И теперь давайте поговорим о мистиках первого поколения. Сразу же охарактеризую это поколение. Чем оно примечательно? Мистики первого поколения ощущали потоки энергии, они понимали, что это такое, однако они не могли управлять ни формой потока, ни природой потока, они могли только его направить, и все. Из мистиков первого поколения мы знаем 4 имени, это мастер Алехра, мастер Калидор, мастер Тразан и мастер Искандера. Первые двое, Алехра и Калидор, направляли поток энергии и создали техники ледяную вспышку Алехры и бурю Калидора. По сути, это просто направление потока магии и его формирование. Дальше следует упомянуть мастера Тразана, который направлял куда большие потоки магии. Он апеллировал именно с природной энергией, с энергией грозы. И небесный осколок Тразана – это результат его опытов, его работ. Мистик управлял куда большим потоком энергии и направлял куда больший объем энергии магической. Про мастера Искандеру следует сказать, что она первая, кто направил поток магической энергии в предметы. То есть она концентрировала поток магии в оружие, таким образом усиливая его. И она первая использовала магические инструменты. В частности, регалии Искандеры и фокусирующая призма Искандеры – это то, что позволяло мастеру Искандере направлять энергию магическую. Мистики второго поколения. Тут уже немного интереснее, потому что мистики второго поколения уже четко понимали, что такое магия, они понимали, что такое магические потоки, что можно поток направлять, благо у них были знания мистиков первого поколения, у мастера Искандеры точно были ученики, поэтому часть знаний сохранилась и была передана следующим поколениям. Также следует сказать, почему мистики первого поколения не использовали свои тела и вообще человеческое тело не использовали в качестве проводника магической энергии и не направляли энергию в тело. И почему они не прибегали к использованию энергии эфирного мира, использованию энергии жуткой реальности, а также не прибегали к использованию энергии царства умерших, что лежит за завесой между мирами. По первому пункту следует отметить, что мистики считали практику использования человеческого тела как проводника магической энергии черной магией, которая была присуща оккультистам, что пропускали через свое тело энергию, дарованную колдовскими богами, которым те поклонялись, и у которых те черпали свои силы. Касательно использования энергии эфира и энергии умерших, такая же ситуация, скорее всего, мистики считали это черной магией, они считали небезопасным использовать то, чего ты до конца не понимаешь. Возможно, были подозрения относительно того, кто находится в этих мирах и относительно того, какую цену они затребуют за использование своих сил. В принципе, исследований эфира и других миров во времена первых мистиков не проводилось. Это считалось табу. Равно как и использование человеческого тела в качестве проводника магии. Что интересно во втором поколении мистиков? Второе поколение мистиков начало эксперименты по изменению потока магии, по изменению формы потока магии и по направлению.
мистики второго поколения использовали для всех своих действий магические инструменты различные. Так, например, мастер Панетти, который создал технику повторяющаяся ракета Панетти, использовал для направления своей магии жезл, копирующий жезл Панетти. Таким образом, это был один из инструментов. Также следует отметить, что именно в этом поколении мистики, помимо энергии магических стихийных, открыли магическую энергию эфира. В частности, работы мастера Майвен с эфиром и формирование из него защитной сферы Майвен, которая изменяла структуру потока эфира и изменяла его таким образом, что неконтролируемая энергия не уничтожала, а наоборот формировалась защитный кокон. Следует также упомянуть печально известного мастера Гривикса, чьи опыты послужили поводом для того, чтобы ограничить исследование эфира, плюс они показали всю опасность этой энергии. Если стихийная энергия могла быть контролируема и была не такой мощной, то Гривикс показал, что эфир — это очень мощный источник энергии, и его опыты привели к тому, что мистики были поставлены в очень неловкое положение, и многие из них пострадали, так же, как и многие люди, потому что Гривикс — это достаточно неоднозначная фигура. Ну и последнее, о чем следует сказать, последнее поколение мистиков, которое было непосредственно уже перед мрачным рассветом, это мистики гильдии Арканум. Случилось это все после того, как мастер Гривикс проводил свои опыты и после того, что он сделал. Что он сделал, мы, к сожалению, до конца не знаем доподлинно, но после того, что он сделал, была сформирована гильдия Арканум, которая уже исследовала непосредственно природу эфира, изучала эфир. И самое важное, что сделало третье поколение мистиков, это то, что стали использовать в качестве проводника магических энергий человеческое тело. То есть люди начинали проводить через себя энергию, в частности эфира, усиливая себя и используя в качестве катализаторов именно инструменты магические жезлы, магические тома. Таким образом мы получаем технику эфирный луч Альбрехта, когда человек концентрирует в своем теле энергию эфира и выпускает ее, используя какой-либо магический инструмент. Пожалуй, это все, что следует сказать о мистиках последнего поколения. Немножечко скажем о других типах магии, о других пользователях даже магии. Магия люминари, магия инквизиторов. Тут все очень неоднозначно, поскольку инквизиторы в магии по сути профаны. Они практически не пользуются магическими потоками, они используют в большей части магические инструменты и магические реликвии. Игнафа, рог Гаргарана, шкатулка бури Элгалота и руны. Таким образом, они используют только магические проводники, поскольку это работа как раз таки через проводник. Мистик создает, инквизитор создает руну, которая концентрирует магическую энергию, мистическую энергию, и усилием воли инквизитор активирует то, что создано. Он не работает с потоком, он его не ощущает. Он просто использует подготовленную заранее форму, при этом его участие минимально. Также инквизиторы используют руны очень активно, чтобы направить именно поток, чтобы даже не ощущая его, можно было силой воли направить поток магии. Это очень интересная идея, но, к сожалению, она имеет свои недостатки. В частности, без магических инструментов и без рун инквизиторы, к сожалению, беспомощны в плане магии. Следующие пользователи магии — это оккультисты. Что интересно с оккультистами? То, что они изначально используют в качестве проводника магии свое тело, и вся магия, которой пользуются оккультисты, это сила их покровителей, это сила богов жуткого мира, сила колдовских богов. Это Дрик, Салаэль, Бисмаэль. Обращаясь к одному из божеств, оккультист получает от него какую-то часть силы и уже апеллирует с ней, материализуя ее в той или иной форме. В частности, можно призвать из жуткой реальности один из бесчисленных глаз Дрига, можно напитать свое оружие силой огня Салаэля, либо подчинить твари из жуткой реальности своей воле, воззвав к Бисмаэль. По праву оккультистов можно считать одной из сильнейших магических школ, поскольку их магия практически не имеет ограничений.
И каждый человек может обучиться магии оккультистов, в отличие от той же магии мистиков, поскольку тут достаточно просто проводить через свое тело поток магической энергии. И даже можно его не всегда контролировать. В частности, одержимость, одна из способностей оккультистов, говорит о том, что человек может просто стать проводником для силы бога Салаэля. В принципе, это самая опасная, как я уже говорил, магия. Причем опасна она не только для окружающих, но и для самого пользователя, потому что идет колоссальная нагрузка на его тело. И последнее – это магия некромантов. Тут все очень сложно, поскольку некроманты пользуются рядом магических приемов, которые до конца непонятны. С одной стороны, они работают с потоками энергии, оживляя мертвые тела, оживляя костяки. Они призывают духов из-за завесы. Также они манипулируют с жизненными энергиями, поэтому тут очень сложно что-либо говорить. Я, пожалуй, воздержусь от каких-то либо комментариев по поводу магии некромантов, потому что это отдельная тема для видео. Теперь я хотел бы рассказать вам немного об организациях мистиков. Собственно, в начале никакой организации-то толком и не было. Были одиночки, талантливые одиночки, которые изучали магию и о которых остались записи. В частности, мастер Калидор был полководцем в армии Эрлуанской империи и по совместительству магом, поскольку он мог и практиковал магию. Мастер Алехра, которая была придворным ученым и которой впоследствии пришлось использовать свои знания на практике. Мастер Тразан, который был чудаком даже среди мистиков. Я так думаю, что он просто был талантливым самоучкой, который смог апеллировать очень мощными энергиями, и именно поэтому о нем узнали, и поэтому стало известно о его техниках, в частности, о невестном осколке Тразана. Ну и, конечно же, мастер Искандера, пожалуй, первый мистик, который набирал учеников и проводил обучение людей искусству магии. Мы знаем об этом благодаря тому, что люди сохранили доспехи мастера Искандеры, точнее ее инструменты. Про основание Серебряной башни говорить очень сложно, поскольку информации про этой организации очень мало. Скорее всего, она возникает во время первых мистиков, в конце их времени, после смерти мастера Искандеры. Мы знаем, что Серебряная башня представляла собой организацию магов. Во главе стоял архимаг, и Серебряная башня, по сути, занималась поиском и обучением новых мистиков. Что можно еще сказать про Серебряную башню? Так это то, что она была независима от Эрлуанской империи. Далее, что мы имеем? То, что сделал мастер Агривикс, возможно, это был бунт с использованием магии, возможно, это просто были опыты, которые привели к колоссальным разрушениям. Тут говорить очень сложно. Но, тем не менее, это послужило концом Серебряной башни, концом независимости магиков от империи, и была основана гильдия Арканум, которая как раз таки стала центром по изучению магии, по подготовке профессиональных магов и по изучению эфира. Таким образом, империя взяла под контроль магов, и под контроль было взято изучение эфира. Собственно, дамы и господа, у меня все, поскольку информации не так много. К сожалению, мы ничего не можем рассказать или сказать об картезианских мистиках, поскольку нам известно то, что они были. Опять же, я обошел стороной сотрудничество мистиков с Орденом Люминарий, поскольку мы знаем, что ряд мистиков и даже Серебряной башни сотрудничал с Люминарий. Это мастер Алагаст, который сотрудничал и изучал реликвии Люминарий, то есть его пустили в Срон, что удивительно. И в целом говорить об связях мистиков с другими группами и с другими классами в рамках Эрлуанской империи достаточно сложно, но можно. И об этом, я думаю, мы поговорим в следующих видео. Если вы нашли какие-то неточности, добро пожаловать в комментарии. Опять же, если у вас есть какие-то свои идеи, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. А с вами был Виталий. Огромное спасибо, что послушали. До свидания.